Муравьи — одни из самых удивительных существ на нашей планете. Несмотря на свои крошечные размеры, они играют важнейшую роль в экосистемах, поддерживая баланс и обеспечивая здоровье почвы. Эти маленькие насекомые формируют сложные колонии, где каждое существо играет свою уникальную роль. От работяг, таскающих пищу, до защитников, охраняющих гнездо, муравьи — это команда, работающая вместе ради общего блага. Их колонии могут состоять из миллиона или более особей, организованных в сложную социальную структуру, где все работают ради выживания и процветания общества. Но не все муравьи одинаковы в своих намерениях и целях. Некоторые виды избрали более агрессивный и манипулятивный путь доминирования. Они превратили свою жизнь в постоянное стремление подчинить себе другие колонии и воспользоваться их ресурсами. Окунаясь в этот захватывающий мир, мы раскроем, как эти, на первый взгляд, незначительные существа могут представлять угрозу своим ближним. Присмотритесь, что если все, что мы знаем о дружелюбных муравьях, окажется лишь верхушкой айсберга в их сложной вселенной? В мире муравьев существует удивительное явление, которое на первый взгляд кажется фантастическим. Это рабство. Муравьи-работорговцы не просто похищают других муравьев, они устраивают настоящие рейды на соседние колонии с целью не уничтожения, а захвата. Эти крошечные стратегии проявляют необычайную хитрость и координацию, направляя свои силы на ловлю чужаков. Как только добыча попадает в их лапки, начинается процесс переосмысления социума, который насекомые выполняют на чисто инстинктивном уровне. Инстинкты этих муравьев настолько точно выработаны, что, попав в новую колонию, рабы начинают выполнять все внутренние обязанности, от ухода за потомством до поддержания чистоты и порядка. Биологическая основа этого феномена заключается в химическом обмене и феромональном обмане, которые позволяют похитителям контролировать поведение их пленников. Как тактика этих маленьких заведующих захватчиков орудует и как они умудряются перепрограммировать своих пленников, создавая сбалансированную рабочую силу из захваченных особей. В ближайшее время мы углубимся еще глубже в эту темную сторону природы и увидим, как такой порядок вещей приводит к успешному развитию их необычных колоний. Муравьи-работорговцы — настоящие мастера стратегии и манипуляции в мире насекомых. И, конечно же, среди них есть свои ключевые игроки. Одним из таких видов является Polyergus breviceps, которых иногда называют амазонскими муравьями. Их ярко-красные тела и густые шерстяные покрывала позволяют им легко выделяться на фоне других. Эти муравьи могут без колебаний организовать налеты на соседние колонии формировки, чтобы пополнить свои ряды рабами. Также стоит упомянуть муравьев Formica sanguinea, известных своей универсальностью. Они не только успешно порабощают другие колонии, но и способны адаптироваться к различным условиям, обеспечивая свое выживание и контроль над новыми территориями. Хотя эти виды обладают схожими целями, их стратегии и условия существования могут значительно отличаться. Например, Tetramorium inquilinum действует более скрытно, предпочитая проникновение и длительное пребывание внутри колоний своих жертв. Они не нападают в открытую, а принимают участие в социальных структурах своей цели, чтобы постепенно завладеть их внутренними ресурсами. Эти виды представляют собой только малую часть удивительного биоразнообразия муравьев-работорговцев, но на этом их методы контроля и порабощения не заканчиваются. Впереди нас ждет еще больше открытий об их захватывающих тактиках и стратегиях. Что можно узнать, когда копнешь еще глубже в их повадки? Ответ кроется в их удивительных стратегиях поимки. Жизнь как на войне, так можно описать подход муравьев-работорговцев к расширению своих колоний. Эти миниатюрные тактики разработки нападений используют несколько удивительных стратегий. Один из самых распространенных методов — это отвлечение. Гроза муравьиных колоний, они отправляют разведчиков, чтобы заблаговременно разведать территорию своего врага. Обнаружив уязвимости, они возвращаются с этой информацией, и армия налетает стремительно, как буря, в то время как основная часть колонии агрессора атакует в лоб. Пока множество муравьев создают мнимый фронтальный натиск, маленькие, но проворные воры просачиваются вглубь колонии жертвы. Незамеченные в суматохе, они проникают туда, где находятся яйца и личинки. Их цель — захватить будущее поколение врага, которое станет рабами в их собственных рядах. В результате этого тактического действия стройная колонна возвращается домой, неся будущее поколение себе в подчинение. Но что если жертвы обнаружат подвох и попытаются отбить свое потомство? Муравьи-работорговцы предусмотрели и это. Они используют химическую маскировку, меняя свойства своего запаха, чтобы создать путаницу в стане врага. Захваченные муравьи быстро адаптируются в новой обстановке и начинают служить своим поработителям, как ни в чем не бывало. Захват яиц — лишь одна из многочисленных стратегий, которые скрывают еще более сложные планы, о которых многие даже не подозревают. Этот мир куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, и вскоре мы столкнемся с интригами, скрытыми глубже, чем только можно представить. Когда муравьи-работорговцы захватывают своих пленников, начинается один из самых удивительных процессов в природе — интеграция рабов в новую колонию.
Несмотря на столь агрессивное начало, этот процесс полностью основан на биологии. Внедрение начинается с распространения химических сигналов, феромонов, которые быстро приглушают естественные инстинкты пленных муравьев и превращают их в покорных членов новых сообществ. Сначала может показаться, что эти порабощенные муравьи ведут себя как роботы, но на самом деле они становятся неотъемлемой частью сложной социальной структуры своего нового дома. Они ухаживают за молодью, строят и ремонтируют гнезда, собирают еду и защищают колонию наравне с обычными членами. Их роль варьируется от вида к виду, но неизменно одно. Эти муравьи играют важнейшую роль в поддержании функциональной и эффективной работы своих новых господ. Слияние с чужой колонией проходит более гладко, чем можно было бы ожидать. Все благодаря гениальному использованию химических веществ и мощной социализации, которым можно было бы позавидовать даже в самых сложных человеческих обществах. Эти принципы заставляют нас задаваться вопросом о границах адаптации и приспособляемости в мире насекомых. Кажется, у муравьев-работорговцев есть нечто, что позволяет им захватывать и усваивать, не разрушая, а создавая. Что же дальше ждет в их биологической машине, ведь позади лишь часть их секретов. Впереди мы сделаем еще шаг и исследуем факторы, обеспечивающие успех воинам муравьев в их стратегиях захвата и интеграции. Муравьи-работорговцы — настоящие гении природы. Их успех в нападениях обусловлен не просто случайностью, а целым рядом факторов, тщательно отточенных в ходе эволюции. Прежде всего, их сила кроется в умении извлекать максимум из тактических преимуществ, которые им предоставляют феромоны. Эти невидимые химические сигналы служат важным инструментом в организации и исполнении нападений. К тому же их колонии обладают высокой степенью координации. Каждый муравей знает свое место и задачу, обеспечивая синхронность в действиях. Однако, чтобы борьба была по-настоящему успешной, муравьи-работорговцы вкладывают много усилий в разведку и сбор информации о враге. Мастерство дегустации и анализа феромонального статуса противника позволяет им предугадывать возможные маневры и реакцию, избегая ненужных потерь. Это высокоорганизованное сообщество, используя свои бионавыки, не только эффективно планирует захваты, но и знает, как быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Их успех также подкрепляется исключительной способностью к обучению и выработке новых стратегий, что делает их своего рода экспертами в вопросах развития и передачи тактик следующему поколению. Все эти хитроумные приемы и боевая тактика делают муравьев-работорговцев уникальными и опасными оппонентами в мире насекомых. А впереди мы готовы открыть еще больше о жестоких методах захвата, которые придают им такую репутацию. Когда речь заходит о муравьях-работорговцах, реальные истории их захватов могут поразить даже самого искушенного исследователя. Представьте, как армия этих коварных насекомых передвигается через лесистые районы, мощной колонной движется к намеченной жертве. Примером может послужить атака муравьев Formica sanguinea на беззащитную колонию поляков. Наблюдатели описывали, как тысячи муравьев-агрессоров, словно военные батальоны, втекли на территорию оппонента. Первый удар они нацеливают на защитников колонии, парализуя их своей координацией и мощью. В тесных коридорах муравейника начинается жестокая схватка, где каждая сторона пытается удержать свои позиции. Однако нападение продумано до мелочей, и захватчики без малейшего колебания пробиваются к центру, где размещаются яйца и личинки. Захват потомства оказывается центральной частью их тактики, ведь именно оно преобразуется в будущих рабов. После резни, когда оборона колонии сломлена, начинается тихое разграбление, когда вдалеке слышится легкое шевеление. Это муравьи-работорговцы уносят свою добычу. Когда-то процветающий дом стоит в пустоте, ограбленный и обезлюдевший. Эти потрясающие свидетельства могут заставить задуматься о пределах взаимной враждебности в мире насекомых. Но трагедия одной колонии становится успехом для другой. Неужели этим муравьям открыты все двери, когда они пересекают границы своей агрессии? И что может помешать им закрыть эту главу завоевания, переходя к новым наступлениям? Мир муравьев оказывается непрерывной игрой власти и выживания, где правила подчиняются лишь природным законам. Научные исследования о муравьях-работорговцах продолжают удивлять даже самых опытных ученых. Современные исследования позволяют заглянуть глубже в тайны эволюции и социальной организации этих удивительных насекомых. Несколько команд исследователей из ведущих университетов мира проводят детальные наблюдения за поведением муравьев, используя новейшие методы, такие как молекулярная биология и генетические анализы, чтобы расшифровать феромональные сигналы и механизмы адаптации. Благодаря таким исследованиям ученые обнаружили специфические гены, ответственные за поведенческую пластичность муравьев-работорговцев. Именно эти гены позволяют быстро приспосабливаться к меняющимся условиям среды и захватывать новые территории. Изучение их системы сигналов проливает свет на уникальные химические процессы, происходящие во время захватов. Оказывается, муравьи способны изменять химический аромат своих тел, чтобы дезориентировать чужаков и облегчить процесс интеграции вражеских муравьев в новый социальный строй.
Кроме того, недавние эксперименты показали, что влияние социальных и экологических факторов может значительно изменять стратегии порабощения. Оценивая эти выводы, биологи выдвигают смелые теории о том, как муравьи-работорговцы могут приспосабливаться к изменениям климата и человеческой деятельности, становясь еще более опасными. Углубляясь в эти исследования, мы еще не раз будем удивляться тому, насколько сложна и продумана система взаимодействия муравьев-работорговцев. Обнаруженные на данный момент данные — лишь начальная точка в изучении их феноменального мира. Как далеко смогут продвинуться муравьи в своем стремлении к господству? И с какими еще извилистыми лабиринтами их научного понимания мы столкнемся на пути к полному осмыслению их социальной структуры? Научное сообщество только начинает превращать заметки в понимание, открывая двери для все более сложных вопросов и захватывающих открытий. История взаимодействия муравьев-работорговцев с другими насекомыми имеет удивительные параллели с определенными аспектами человеческой истории. Вглядываясь в мир муравьев, нам стоит отметить, что порабощение и манипуляция, которые они показывают, имеют множество общих черт с прошлым и настоящим человечества. Муравьи направляют свои ходы с филигранной точностью, основываясь на инстинктивных принципах. В прошлом подобная тактика применялась и людьми для контроля и власти. В человеческой истории рабство существовало на всех континентах, в каждой культурной традиции. Захват и порабощение, как и у муравьев-работорговцев, не ограничивались лишь военными усилиями. Это была целая система, продуманная, с тщательно выстроенной иерархией в обществе. Использование символической и физической силы для манипуляции и удержания власти оставило глубокий след в общественном сознании. Стратегии, используемые муравьями и людьми, кажутся разными, но их цель — удержание и подчинение контролируемых — одна и та же. Интересно, что у муравьев этот процесс происходит на чисто химическом уровне, без осознания и морали, которые сопутствуют человеку. Однако последствия всегда сходны. Итоговое преобразование общины, перераспределение ролей и ресурсов. Возможно, это покорение природного порядка стало многомиллионным экспериментом выживания. В попытках осмыслить столь сложное взаимодействие мы понимаем, что муравьи могут служить наглядным примером для человечества, демонстрируя, что борьба за власть и выживание не имеет границ, даже на уровне насекомых. Но какие выводы можно сделать из этих параллелей в вопросах этики и морали? Насколько далеко могут зайти муравьи-работорговцы в своих стремлениях? Эти и другие вопросы заставляют задуматься, как мы можем также пересмотреть свое место в сложной структуре мировых взаимосвязей. Интрига в том, что нас ждет дальше, ведь впереди рассказ о системах, которые борются с таким порабощением в мире природы. В мире насекомых, где выживание во многом зависит от хитрости и адаптивности, природа предусмотрела защитные механизмы, способные противодействовать агрессивным амбициям муравьев-работорговцев. Соседние колонии муравьев и других существ разработали различные стратегии, чтобы защититься от этих превращающих в рабов-захватчиков. Некоторые виды муравьев, такие как формика фуска, развили способность к раннему распознаванию угроз. Они способны изменять свою феромональную подпись, чтобы запутать захватчиков и сделать свои колонии менее привлекательными для нападения. Кроме того, существуют муравьи, вооруженные способностью формировать оборонительные альянсы. Эти видовые коалиции объединяют свою силу для совместного отражения вторжения врагов. При виде угрозы колонии объединяются и атакуют вместе, создавая мощный барьер, который не просто пересилить даже опытным работорговцам. Полагаясь на коллективные усилия, муравьи также используют химические сигналы, чтобы предупреждать друг друга о приближении захватчиков и инициировать защитные действия по всем фронтам. Другие насекомые, такие как некоторые виды ос, активно защищают свою территорию, предотвращая попытки муравьев завладеть их потомством. Они формируют физические барьеры и усиленные охранные системы, превращая свои гнезда в неприступные крепости. Также стоит упомянуть различные растения, которые вступают в симбиотические отношения с мирными муравьями. Обмен нектаром и укрытием на оборону от непрошенных гостей позволяет изобразить биоразнообразие природы в ее лучшем свете. Тем не менее, несмотря на все эти защитные меры, мир муравьев-работорговцев продолжает быть наполненным интригами и испытаниями границ природы. Вскоре мы перенесемся к изучению масштабных последствий, которые такие противостояния оставляют на окружающую экосистему и биоразнообразие. Муравьи-работорговцы оказывают значительное влияние на экологическую систему и биоразнообразие регионов, которые они населяют. Когда эти муравьи захватывают колонии своих соседей, они изменяют структуру существующих сообществ. Потеря видов, которые были вытеснены или порабощены, приводит к уменьшению биоразнообразия, что может нарушить чувствительный баланс природы. Исчезновение одних видов могут вызвать цепную реакцию изменений, влияющих на множество организмов, обитающих в данной среде.
Например, уменьшение числа определенных видов муравьев может сказаться на растениях, которые зависят от этих насекомых для распространения семян или защиты от вредителей. Некоторые растения могут оказаться без своих главных защитников, что в свою очередь делает их более уязвимыми к нападению растительноядных насекомых. Это нарушение взаимосвязи может стать началом серьезных экологических перемен, охватывающих гораздо более крупные масштабы. Кроме того, муравьи-работорговцы, захватившие территорию, могут увеличить свою численность, что обостряет конкуренцию за ресурсы, такие как пища и место для гнездования. Таковое перенаправление ресурсов ведет к существенному сокращению возможностей для других насекомых и мелких животных процветать в этой местности. Подобные изменения в экосистеме не проходят бесследно для всех ее обитателей, вплоть до самых крупных хищников. Учитывая все это, изучение муравьев-работорговцев позволяет заглянуть в сложные отношения между видами и понять, насколько хрупка может быть экосистема под непрерывным давлением извне. Остается поставить вопрос о том, способны ли мы предсказать, какой будет последующая реакция экосистемы на эти антропогенные вмешательства. Совсем скоро мы перейдем к более глубокому анализу того, какой прогноз мы можем сделать для будущего муравьев-работорговцев и их места в нашей общей среде обитания. Когда пыль оседает, и мы оборачиваемся на все, что открыли о муравьях-работорговцах, ясно одно. Эти существа являются удивительными примером адаптации и хитроумных стратегий выживания. Их способность эффективно интегрировать пленных в свои колонии и использовать биологические сигналы, чтобы контролировать и манипулировать, оставляет много вопросов, но и дает важные подсказки. По мере того, как меняются условия окружающей среды и влияние человеческой деятельности, муравьи-работорговцы демонстрируют невероятную пластичность. Ученые предполагают, что их поведение может эволюционировать, чтобы справиться с новыми вызовами и потенциально расширить их ареал обитания. Эта способность к изменению вызывает как восхищение, так и беспокойство у биологов. Ведь такие изменения могут повлечь за собой неизведанные последствия для экосистем. Наука предупреждает нас о важности тщательного наблюдения и анализа поведения этих насекомых. В будущем они могут стать еще более изощренными в своих подходах к порабощению, что, безусловно, повлияет на окружающую нас природу. Однако эти исследования также открывают новые перспективы в понимании социальных структур и выживания в природе. Важно понимать, что изучение муравьев-работорговцев предоставляет ценную возможность взглянуть на то, как природа решает вопросы власти и подчинения. И хотя их мир кажется далеким от нашего, возможные аналогии с человеческим обществом заставляют задуматься о том, как справедливость и выживание переплетаются в нашем собственном мире. Какую роль будут играть муравьи-работорговцы в будущем, пока остается под вопросом. Однако ясно одно. Они служат напоминанием о том, как баланс природы может быстро измениться и насколько важно разумное взаимодействие с окружающей средой.